Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. Предлагаю в этом видео раскрыть все тайны и тонкости вкусной и полезной икры. В первую очередь, конечно, красной, потому что она действительно кладезь полезных витаминов, минералов. Она нужна всем. Многие ее хоть раз в жизни пробовали, но никто не знает ее тонкости. А знание этих тонкостей позволит получить не просто качественную икру, вкусную, и дешевую. И как раз обойти икру, та, которая не помогает нашему здоровью, а только вредит. Вы знаете все, что красная икра – это продукт нереста рыб, которые принадлежат к семейству лососевых. Существует 7 его основных видов. Они отличаются по размеру, цвету, текстуру, химическому составу. Основная – это форель, нерка, кижуч, горбуша, чавыча и кита. Конечно же, икра бывает изначально в форме ястыка. Большинство из нас сталкивается уже со вторым видом икры, которая уже упакована и готова в банках прозрачных или жестяных. Вы скажете, а зачем нам все это нужно знать? Потому что основной принцип медицины: пусть еда будет вашим лекарством, пока лекарства не стали вашей едой. И правильная красная икра и просто икра рыб как раз полностью соответствует этому принципу. Просто нужно разобраться в деталях. Так, чем же полезна в первую очередь красная икра? Она нормализует метаболизм, благотворно влияет на зрение и общее состояние организма. Она богата полиненасыщенными омега-3 жирными кислотами. Да, это рыбий жир, он же супер антиоксидант. Поэтому она является источником молодости и красоты. При этом компоненты, которые в ней содержатся, укрепляют кости, нормализуют кровообращение. Лецитин способствует нейтрализации вредного для здоровья холестерина, например. При этом треть содержания икры – это легкоусвояемый белок, которого нам в сегодняшней еде постоянно не хватает. И около 15% жиры, причем они полезны, они легко усваиваются. Из-за этого мы получаем заряд бодрости, энергии и фактически омолаживаемся, потому что мы получаем все, что нужно в легкоусвояемой форме. Потому что икра фактически это одна клетка. Плюс, опять же, если вы являетесь вегетарианцем, то вам тоже стоит обратить внимание на икру, потому что в современном мире никто рыбу не убивает, ее просто подоили, сдоили эту икру и отпустили ее дальше, пускай растет. При этом именно икра красных рыб содержит 500 практически процентов витамина В12. Без витамина В12 нормальная работа мозга человека невозможна. А так как у вегетарианцев, например, нет в достаточном количестве этого витамина, то икра может стать незаменимым источником подобных витаминов. Для обычных людей, конечно, она пригодится, потому что она богата витаминами группы В, С, А это значит улучшение зрения, повышение иммунитета, и восстановление общего организма, плюс фактически дневная норма селена, тоже очень важного вещества. Включение в рацион научно доказывает, что икра препятствует возникновению онкологии, фактически из-за своего богатого состава. Плюс укрепляет и стимулирует особенно мужское здоровье, и женское, и детское. Уменьшается образование тромбов и в целом нормализуется кровообращение. Да, она полезна всем, да, мы говорим про настоящую икру, правильно приготовленную и, соответственно, в умеренных дозах употребляемую ежедневно. Опять же, помогает щитовидной железе. Но, что хочется сказать, а как же разобраться, потому что 6 этих основных рыб, в чем же суть? Куда смотреть? На форму, размер, цвет. В этом видео я предлагаю все эти нюансы осветить, потому что иногда самая дешевая икра самая лучшая по качеству. И она не уступает ничем более дорогим видам икры. Да, например, чавыча — это королевский лосось, она там большая, огромная, но она самая редкая. В природе встречается редко, в продаже встречается еще реже, имеет самую дорогую цену, поэтому может есть смысл рассмотреть и другие виды икры, например, той же форели. Потому что все знают про форель, но знаете ли вы, что форель может быть и морская, и пресная? Понятно, что морская более крупнее, она более полезнее, но в чем суть? Форель самое чистое мясо, и дает оно самую чистую икру, потому что форель живет только там, где экологическая чистоты
воды в достаточном количестве, и в ней еще растворен в достаточном количестве кислород. Форель не имеет стойкости к токсичным веществам. Если в водоеме они появляются, рыба мгновенно гибнет. При этом только икра форели может иметь высший сорт, в мировой классификации. То есть действительно вся икра красная имеет первый сорт, и только икра форели может иметь высший сорт. И все это не просто так, при том, что она самая дешевая, и самка становится половозрелой на 3-4 год жизни, откладывает она, самую мелкую икру, но не значит, что самую плохую. Мелкая икра у нее очень вкусная, она мне нравится больше всего, она может быть и красной, и желтой. Да, вы не ослышались, это как в том анекдоте. Почему ваша красная икра желтая? Она что, зеленая? На самом деле вся изначальная икра рыбы выглядит именно так. То есть это настоящий рыбий жир. Это одноклеточное соединение, которое содержит все, что нужно для начала новой жизни, либо для продолжения старой жизни. Именно икра форели имеет минимальный диаметр икринок в 2-3 мм. Но лично мне она нравится больше всего. Понятно, что ее нужно правильно приготовить, правильно форель кормить, заготавливать, правильно делать засол. Но если искать качественного производителя по ГОСТам и по уровню солености, то ищите его именно среди форели. То есть это максимальное качество, минимальная цена. Да, в нашем мире множество форелей содержится именно в фермерских хозяйствах, но опять же из-за своих особенностей, повторяю, если там что-то плохое, форель просто умрет, она не доживет до создания икры. Перед вами как раз ответ, почему изначально желтая икра у всех рыб становится красной. А именно это криль, то есть собирательное название мелких морских планктонных ракообразных, рачков, промысловый размер которых от 10 до 65 мм. Именно поедая этих рачков, икра приобретает красный цвет. Что они делают в хозяйствах для того, чтобы она получилась красная, это вопрос к производителям. Но в природе все именно так. То есть красная икра получается из-за поедания вот этих вот рачков. Вот и весь секрет. Прежде чем мы продолжим разбираться с красной икрой, напоминаю, что есть еще один сорт икры, незаслуженно забытый, но доступный, относительно дешевый. Это щучья икра. То есть все те же полезные качества, вещества, богата ценными витаминами, минералами, жирными кислотами. То есть ее польза охватывает многие аспекты жизни. Кстати, именно эта икра и была на столах князей. Потому что красная икра тогда была малодоступна. Черную икру считали икрой для простого народа. А вот именно на княжий стол на Руси ставили щучью икру. Всем рекомендую. Мне, например, очень она тоже нравится. При этом те же самые чудеса происходят и с черной икрой. То есть почему ваша черная икра желтая, она что, зеленая? Нет, это действительно уникальные сорта черной икры. Они действительно имеют такой золотой цвет. Ее еще называют золотой икрой, бриллиантовой икрой. То есть перед вами самая дорогая икра в мире белуги альбиноса. Но по факту у всех осетровых есть подобные нюансы. Есть и такая желтая икра. Мне тоже, кстати, больше всего нравится у осетровых. Ну, по крайней мере, те, которые смог попробовать. А слева щучья икра. То есть черную икру тоже очень часто подделывают. Именно когда они красят щучью икру. Для этого достаточно залить икру водой. Если краска закрасит воду, то значит перед вами не черная икра, а скорее всего крашеная икра другой рыбы. Скорее всего щуки. Просто имейте в виду. Друзья, вы знаете, что я давно сотрудничаю с брендом Synthesit. И главный продукт имеет фантастические свойства, подтвержденные исследованиями известных ученых и НИИ, и отзывы сотен потребителей, среди которых также есть известные люди. Однако хотел бы обратить ваше внимание, что у них также есть большая линейка различных добавок, которые хорошо показали себя в сочетании с синтезитом. Например, синтезит сердца-сосуды с куркумином. Он имеет мощнейшее противовоспалительное и антиоксидантное действие. Синтезит иммуноактив с водорослью фукус, которую называют секретом японских долгожителей. Синтезит суставы и синтезит коллаген. Отличные препараты для профилактики проблем с суставами.
Все эти продукты можно купить на сайте Synthesit или на маркетплейсах. Ну, давайте вернемся все-таки к красной икре, наиболее распространенной. Ну и самая распространенная икра — это икра горбуши. Поэтому всем рекомендую обращать внимание на надписи на банках, потому что лососевый — это очень широкий вид семейств рыб. А икра горбуши, она максимально распространена, она встречается только дикого вылова, она нерестится раз в жизни и с циклом в 2 года. То есть ее больше всего, но при этом она самая вкусная. Икринки примерно 3-5 мм. Вкус богатый, насыщенный, очень достойная икра. Можно использовать где угодно. Дешево и практично. Главное, чтобы было написано на банке горбуша. Потому что, повторяю, видов лососевых очень много. И продавцы иногда этим пользуются. За ней, конечно, идет дальше по распространению кита. Кита — это очень большая икра. 5-6 мм. Иногда достигает 9 мм. Отсюда из-за размера ее называют царской икрой. Да, она очень вкусная, полезная, но, соответственно, дорогая и меньше всего распространена. Как бы все остальное фактически то же самое, что у горбуши, с небольшими отличиями. Ну, чуть больше икры дает. По факту вкусно, полезно, ну, конечно, дороже всех предыдущих представленных видов икры красных рыб. Можно считать, как бы, да, действительно, царской икрой именно из-за размера. Но как бы кижуч тоже особо не отстает от нее. Редко, но встречается. Да, дорогой, но вылавливается исключительно в море в наше время. Может, из-за дикого вылова полезен. Опять же, у него диаметр икринок поменьше, около 4 мм. А так, в принципе, тоже он фактически является рекордсменом по содержанию витамина D. Это тот витамин, который нужен в тех местах, где мало солнца. Ну, это как бы его особенность. Размер, содержание питательных веществ, ну и то, что в основном встречается в дикой природе. Понятно, что царь всех лососевых — это чавыча, он же королевский лосось, князь лососей. Все очень просто, у него самая крупная икра, он живет дольше всех, откладывает больше всех икры. Но при этом понятно, что в природе встречается редко, и ориентироваться на него лучше не стоит, именно из-за того, что икра дорогая, редкая, ее трудно найти, а еще труднее найти качественную икру. То же самое можно сказать про нерку. Она как бы, да, вкусная, но при этом маленькая. Нерки на самом деле вылавливают очень мало, соответственно, найти нерку, да еще и очень качественную, это надо очень постараться. Опять же, из-за того, что они питаются подобными рачками, и сама рыба как бы красная, и сама икра имеет насыщенный красный цвет, а икринки около 3 мм, то есть близкие по размерам к икре форели. Ну и определенная горчинка все-таки присутствует, то есть у всех есть своя особенность. Но еще один нюанс, то есть если с рыбой более-менее понятно, на первом месте я бы поставил форель, на втором месте по доступности и вкусу как бы горбушу. Ну, а если у вас есть деньги и возможность поискать, тогда это, конечно, кита, кижуч и чавыча. Плюс есть большой нюанс именно в содержании как бы соли в самой икре. Потому что и к составу самой икре. То есть есть в основном по ГОСТу 2 вообще сорта икры. То есть первый сорт, та икра, которая на левом фото, то есть она однородная, нет никаких лишних включений, икринки одна в одну, никакой крови, пленки, слизи и содержание соли от 4 до 6%. Но, к сожалению, частенько в продаже мы имеем то, что справа, то есть это второй сорт икры, то есть допускается смесь икринок разных видов рыб, содержание соли может быть повыше, чтобы скрыть как бы разницу во вкусе. Могут быть примеси астыка, оболочек, лопнувшие икринки. То есть это может не совсем плохое качество, или особенности технологии, или наоборот действительно как бы нарушили технологию. То есть выбирая икру, обращайте внимание, в чем она продается. То есть икру лучшего качества продают обычно в стеклянных банках. Икру похуже запаковывают как раз в жестяные. Поэтому надо читать маркировку, подбирать известного производителя, смотреть, что же там, как оно произведено, по какому ГОСТу. И тогда, может, вы выиграете в эту лотерею.
Ну, конечно, лучше видеть, что вы покупаете. Плюс, опять же, содержание соли в ГОСТах позволяет как бы регулировать, например, в первом сорте от 4 до 6%, во втором 4, 7, 8%. Говорят, что хотят понизить количество соли в ГОСТе. Но лично по моим ощущениям, суть в чем? То есть, если икра до 4%, как они хотят сделать, то есть эту икру лучше всего есть ложками. Тогда можно почувствовать вкус. Если вы хотите, чтобы она была вкусная на бутерброде, ну, это соленость в районе 4%. Если соленость пошла выше, ну, значит, все-таки что-то они намудрили с технологией. Иначе, как бы, вкус соли уже будет перебивать вкус самой икры. То есть, производитель что-то хочет этим скрыть. Может, как бы, некачественное использование сырья. Также у меня был как бы видеоотчет про соль лечит все. Все ссылки на материалы в описании под видео. Соль это неплохо. Соль это консервант, усилитель вкуса. То есть в небольших количествах. Она же помогает нам регулировать давление, сохранять продукт. Поэтому не стоит бояться соли. Наоборот, стоит ее использовать в умеренных количествах. И она будет нашим помощником. Плюс, опять же, икра естся не только ложками. Нужен желательно живой хлеб. Перед вами как раз мой амарантовый хлеб. Я просто показываю, что если на нем сделать квас, то получается квас живой. Это означает, что живые молочнокислые бактерии в хлебе на закваске сохраняются. Это живой хлеб. Его лучше всего использовать для бутерброда. Хлеб на закваске, на молоке, простокваше. Ну, соответственно, для производства живого масла тоже использовать изначально сметану или сливки. И просто взбив их, получить масло сливочное на основе живой сметаны. Измерения показывают, этот минус, это восстановительный потенциал продукта. Почему наши предки жили долго и не болели, используя именно силу природы, живые молочно-кислые бактерии. И объединив их с икрой, можно получить вкусный и полезный продукт для восстановления здоровья во всех смыслах. А как же быть с имитацией икры? Да, сегодня много обмана. Имейте в виду, что как бы имитация это просто имитация. Это фактически пустая икра, которая содержит в основном воду. Очень мало полезных компонентов. Для того, чтобы на нее не попасть, читайте этикетки, потому что даже прозрачная баночка, на ней может быть написано, что икра имитированная. Имейте в виду, имитированная икра бывает капсулированная, гранулированная, как на фото. Лучше всего, конечно, определять изначально на полке. Но если вам продали непонятно что, как же вам определить? На самом деле все у нас очень просто. Икра это белок. Если залить ложечку икры кипятком, то белок начнет сворачиваться. Будет такая белая мутная жидкость. Опять же, если перед вами какой-то фальш-продукт, то икра либо полностью растворится, либо окрасится в определенный цвет, не белый, сама жидкость, либо наоборот останется прозрачной. Потому что много видов имитации икры, но только белый цвет жидкости говорит о том, что перед вами икра настоящая. То есть кипяток, икра, и вы поймете, что вы купили. Некоторые еще предлагают как бы тоже взять ложечку икры, ну и капнуть туда перекиси водородов. Шипит, значит, как бы икра настоящая. Не шипит, значит, не настоящая. То есть легко и просто отличить имитацию от подделки в домашних условиях. Ну и понятно, что вкус совершенно другой. Использовать или нет, это, конечно, каждый решает сам. Плюс стоит обратить внимание в наше время на то, что, а может, лучше самому засолить себе икру, потому что, опять же, как я говорил, икра может продаваться изначально в ястыках, или вам повезло купить рыбу с содержанием как бы ястычной икры. В интернете куча рецептов по засолке. Понятно, что своя рука владыка, надо находить свой рецепт, свою соль, содержание этой соли в засолке. Вам как удобно есть ее ложками или на бутербродах. Сколько хранится такая икра, если сделать ее самому? Ну, обычно 2-3 дня в холодильнике. Ну, соответственно, ее можно переложить в какую-то тару и заморозить в морозилке. Лучше всего, конечно, шоковая заморозка, ну и обычная, честно говоря, подойдет. А вот если вы ее достали и собрались есть, то вечером достали, на следующий день ее можно употреблять в пищу.
Ну и обычно каждая красная икра после открытия банки лучше не хранить более 5 дней. Рецепт перед вами, нажмите кнопочку «Стоп», посмотрите, либо проконсультируйтесь с интернетом. Сразу много не солите, солите по чуть-чуть, найдите свой рецепт, свою рыбу, и может как раз и дальше будете солить. Это дешево, доступно, ну и вы сами можете регулировать содержание соли, расфасовку. То есть своя рука владыка. Ну и помните, если вы питаетесь правильно, то лекарства вам не нужны. Если вы питаетесь неправильно, то лекарства вам не помогут. Эта древняя ведическая мудрость относится в том числе и к икре. Ну и бутербродам с красной икрой и другими видами икры. Я надеюсь, вам было полезно узнать все эти тонкости и нюансы. Если хотите, когда-то продолжим данное видео и про осетровую икру, если вам будет интересно. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео. Кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению. Ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.